Всем привет, с вами Якимов Игорь. В этом видео рассмотрим еще одну ошибку котла Ariston Uno. Это горение красного светодиода. Красный светодиод — это обычно ошибка пламени. Автоматика котла не видит, что в камере сгорания горит огонь. Котел стартует, загорается огонь, и сразу он тухнет, и загорается красный светодиод. Обычно это проблема в камере сгорания, и ей займемся в первую очередь. Это может быть интересно владельцам котлов других марок, так как ситуация типичная. Другой случай, когда котел долго щелкает и потом загорается красный светодиод. В этом случае его включает автоматика котла, и этой проблемой я займусь чуть позже в этом ролике. Я пересбросил котел кнопкой Reset, и как видите, он стал работать в дежурном режиме. Но если эту ошибку не исправить, то она будет появляться чаще. Поэтому лучше это исправить сейчас. Давайте снимем кожух котла и посмотрим, из-за чего это происходит. Пару слов, как снять кожух котла. Вот есть рычажок, его тянем. Ослабляем крепление кожуха. Теперь вынимаем этот крючок. И у нас кожух котла отсоединен. Всего у нас 4 таких крепления. 2 сверху и 2 снизу. Вот я снял кожух. Сейчас включим котел. Наблюдаем, как работает котел. Включается насос. Включается вентилятор, работает поджиг, загорается котел. И как видите, он не отключается. Из-за чего может быть ошибка пламени. В данный момент он отключился, потому что он изначально был нагрет. Но из-за чего он может отключаться? Во-первых, если нет подачи газа. Во-вторых, если газ не подается в камеру сгорания. Третье, если не срабатывает поджиг. И четвертое, датчик пламени не срабатывает. И это как раз наш случай, когда датчик пламени подает неверный сигнал, и автоматика решает, что горения нет, и отключает подачу газа, и выдает ошибку, и показывает в виде красного светодиода. Из-за чего может не срабатывать датчик горения? Первое, если недостаточный сигнал идет от него. Или второе, если его неверно интерпретирует автоматика котла. В нашем случае, скорее всего, проблема с самим датчиком. Давайте выключим котел, снимем крышку камеры горения и посмотрим, из-за чего он не срабатывает. Чтобы его снять, нам надо открутить 1, 2, 3, 4 винта. Но перед этим выключить котел и обождать, чтобы он остыл. У меня на канале, кроме видео про котлы, можно найти видео про электрику, сантехнику и ремонт. Так что подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Я отключил газ, электричество путем выдергивания вилки из розетки, чтобы наверняка фаза была отключена. Вот 2 электрода. Это электрод поджига, а это датчик пламени. И как видите, он беловатый, на нем находится окалина. И как видите, по всей камере сгорания находится окалина. Что я сейчас буду делать? Я почищу окалину с обоих электродов и пропылесошу как саму камеру сгорания, так и весь котел. Обращаю внимание, что я тут наклеил несколько слоев изоленты на случай, чтобы тут не было пробития электричеством. Особенно в высоковольтном электроде поджига котла. Вот пропылесосил камеру котла. Электроды почистил тряпочкой со спиртом. Все, сейчас закрываем камеру котла. Поставил крышку камеры сгорания на место. Обращаю внимание на эти защелки. Они должны стоять на своих местах.
Вот я подключил газ, подключил электричество, включил котел, и он работает как положено. То есть мы сделали профилактику котла, почистив камеру сгорания. И я вам рекомендую камеру сгорания котла держать в чистоте. Прошло 2 недели. После прочистки камеры сгорания и датчика пламени котел при поджиге перестал выключаться. Но осталась другая проблема. Несколько раз в день котел зависает и загорается красная лампочка. Представьте, вы находитесь в душе и выключается горячая вода. И чтобы ее включить, надо добраться до котла, который, возможно, находится далеко от душа. Обычно в котлах стоит датчик давления теплоносителя. И когда давление теплоносителя падает, то котел выключается и загорается красный светодиод. Но в этом котле такого датчика нет. Особенность данного котла, что он замеряет температуру теплоносителя до и после теплообменника, защищая котел от перегрева теплоносителя и отсутствия протока. Если эти датчики будут работать некорректно, то возможна ошибка котла. Я эти датчики температуры заменю в целях профилактики. Он крепится на 2 саморезах и подключается с помощью разъемов. Ссылку на магазин, где я приобрел данные датчики по минимальной цене, я оставил в описании. Вот так выглядят новые датчики. Способ крепления тут другой, но мы эту защелку снимем и закрепим их на саморезы. Прошло еще 2 недели. После замены данных датчиков котел больше не зависает и красная лампочка не загорается. Даже если он иногда перезапускается, то сам входит в нормальную работу. Данные датчики я проверил мультиметром. Они дают правильные показания. Данный случай показывает, иногда проще заменить старую деталь на новую, если с ней возникают проблемы. Измерительными приборами не всегда возможно определить неисправность деталей. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. У меня на канале не только видео про котлы, но и про электрику, сантехнику и ремонт. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с теми, кому оно актуально. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.